Этот простой в приготовлении хлеб еще и на 100% цельнозерновой, а значит, что богатый насыщенный вкус, а также долгое ощущение сытости вам обеспечены. Он вкусный не только с каким-то блюдом, а и просто сам по себе. Даже перекус с ломтиком такого хлеба превращается в наслаждение, а трудозатрат для его приготовления минимум, потому что этот хлеб готовится без замеса. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко, и в моем видео про хлеб без замеса, тот хлеб, который получается абсолютно у всех, вы активно спрашивали о том, можно ли приготовить цельнозерновой вариант и можно ли приготовить ржаной вариант. Это видео посвящено как раз таки ответам на эти вопросы, но забегая наперед скажу, что 100% ржаной хлеб таким методом не приготовить. К счастью, есть множество рецептов 100% ржаного хлеба, которые тоже готовятся очень незаморочливо. Пишите в комментариях, если интересно, я сниму этот рецепт, а в этом варианте мы приготовим 100% цельнозерновой вариант из смеси ржаной и пшеничной муки. Если интересно, продолжайте смотреть. Меня зовут Галина Артеменко. Это канал «Жизнь вкусная». Поехали! Список ингредиентов доступен на экране, а также продублирован в описании. Если вы уже готовили мой белый хлеб без замеса, то обратите внимание на то, что сам процесс будет таким же, но вот пропорции в рецепте другие. Цельнозерновая мука более влагоемкая, поэтому воды потребуется больше. А вот дрожжей мы возьмем вдвое меньше, так как бродит цельнозерновой хлеб быстрее белого. С вечера в глубокую миску отправьте оба вида муки, соль и сухие дрожжи. Посмотрите, сколько это половина грамма сухих дрожжей в чайной ложке. Перемешайте сухие ингредиенты между собой, чтобы все распределилось равномерно. Влейте холодную воду и перемешайте до однородности. Цельнозерновой хлеб без замеса не получится таким упругим и ноздреватым, как белый. Дело в том, что его для пышного мякиша нужно очень хорошо вымесить. Тут же мы получаем вкусный хлеб и при этом прикладываем минимум усилий. Итак, миску накройте пищевой пленкой и оставьте на 8 часов при комнатной температуре. На утро тесто будет пористым и пышным. Присыпьте рабочую поверхность мукой и вывалите на нее тесто. Так как в нем довольно много ржаной муки и не было активного замеса, тесто будет довольно липким. Сделайте предформовку, подворачивая тесто внутрь. Накройте тесто и оставьте на 15-20 минут для расслабления. Теперь сложите тесто, как показано на видео, и аккуратно округлите его. Для расстойки я буду использовать корзину для хлеба, но чтобы было проще отправлять буханку на выпечку, я укладываю внутрь лист пергамента с запасом. Если у вас нет корзины, используйте дуршлаг. Уложите в емкость тесто и накройте заготовку пленкой или шапочкой. Обычно белый хлеб без замеса расстаивается у меня 2 часа, цельнозерновой 3, но вы просто наблюдайте за буханкой. Конкретная мука или дрожжи, вода, температура в помещении – все это влияет на скорость. Буханка должна стать пышной и увеличиться в объеме. За час до выпечки включите духовку с казаном разогреваться до 250 градусов. Про казан я рассказывала в первом рецепте хлеба без замеса, если интересно, гляньте. Расстоявшуюся заготовку отправляйте в раскаленный казан, накройте его крышкой, ее тоже нужно греть, и выпекайте под крышкой в течение 20 минут, убавив температуру до 220 градусов. Затем крышку снимите и пеките еще 20-25 минут, убавив температуру до 200. Этот хлеб стоит разрезать только после полного остывания. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите что-нибудь приятное в комментариях, и если пропустили мой белый вариант такого хлеба, ссылку на него я оставлю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, если вы у меня в гостях впервые, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».